Happy New Year to you. And this is a band that's had a massive impact all over the country in 1979. Ladies and gentlemen, this is Blondie. Группа покорила сердца слушателей в конце 70-х годов благодаря удачному выбору звучания и провокационному стилю солистки Дебби Харри. Многие до сих пор сомневаются, снискала ли группа такую популярность, не будь у нее столь яркой и обаятельной фронтвумен. Однако красота Дебби отнюдь не сразу распахнула перед ней двери шоу-бизнеса. Не каждый догадывался, что белокурой красавица, украсившей обложки музыкальных журналов, к моменту триумфа было уже, как говорится, за 30. Дебора Энн Харри родилась в 1945 году в Майами. Кто ее биологические родители, неизвестно и по сей день, так как малышку бросили еще в роддоме. Правда, сиротство длилось всего 3 месяца, пока девочку не удочерила семья Харри из Нью-Джерси. Белой шевелюры у маленькой Дебби еще не было, в школьных конкурсах красоты она участвовать категорически не хотела, зато неплохо пела. Поэтому по исполнении 18 лет девушка, не задумываясь, отправилась в Нью-Йорк покорять музыкальные подмостки. Шли годы. Дебби успела поработать секретаршей в филиале BBC, официанткой и даже соблазнительным кроликом в клубе Playboy Bunny. Успела увлечься наркотиками и даже завязать с ними. А музыкальная слава так и не приходила. И вот в начале 70-х происходят два знаменательных события. Во-первых, Дебби берут как одну из вокалисток в девчачью группу Stilettos, а во-вторых, она знакомится с Крисом Стейном, который в этой группе подрабатывал гитаристом. Знакомство оказалось судьбоносным. Крис и Дебби, оба завязавшие наркоманы и люди с композиторской жилкой, образовали не только любовный, но и творческий союз. Говорят, связь была настолько крепкой, что девушка даже отказывалась давать интервью, если рядом не было бойфренда. Плодом этого союза стало образование в 1974 году группы, где Харри наконец-то могла стать единственной и неповторимой. Она же в итоге и определила название коллектива, вспомнив, как водители грузовиков окликали ее на улице. Зачем следовали всякие непристойные предложения? Была середина 70-х. А значит, в музыкальной стилистике одновременно набирали силу такие разные направления, как диско, панк и регги. И надо сказать, что Блонди умудрились испытать на себе все эти новомодные веяния сразу, тем самым став у истока того эклектического стиля, что позже назовут новой волной. Эта стилистическая всеядность была одновременно и сильной, и слабой стороной группы, которая стала, что говорится, слишком хороша для попсы и слишком попсова для рока. В 1975 году коллектив записал дебютную демо-пластинку. Чтобы улучшить звучание, ребята воспользовались помощью клавишника Джимми Дестри, который позже стал постоянным участником. В тот же год группа подписала контракт с Private Stock Records и выпустили альбом с одноименным названием, который был встречен слушателями прохладно.
Первый успех пришел к артистам только в 1977 году, когда на австралийском музыкальном телеканале вместо видео на их сингл X Offender по ошибке запустили клип на композицию In the Flash, которая казалась музыкантам менее удачной. А в итоге трек занял вторую строчку в чарте этой страны и привлек к группе повышенное внимание местной публики. После этого коллектив провел тур в Австралии, но тот был омрачен болезнью Харри. Однако девушка быстро восстановилась и вернулась в студию, чтобы начать работу над вторым альбомом. Релиз был более-менее успешен и ненадолго вошел в топ-10 в Нидерландах и Великобритании. Все изменилось с выходом третьего альбома, который и поныне считается самым сильным в творчестве коллектива. Надо сказать, что на заре карьеры, да и потом, группу больше привечали в старом свете, чем в новом. Поэтому продюсером альбома стал англичанин Марк Чепман, уже сделавших таких исполнителей, как Сьюзи Куатро, Смоки и Свит. Именно он настоял, чтобы для рекламного сингла была выбрана песня «Сердце из стекла». Это сейчас она почти классика диско-жанра, а тогда Харри и Стейн написали ее как прикол, который решили включить в альбом для пущего разнообразия. Авторы даже не помнят точно года ее создания. Сначала она называлась по-другому и игралась в клубах с одной целью – позлить приходящих туда панков. Кстати, в 1978 году Блонди перезаписали эту песню в стиле регги, но Чепман сказал, что регги в США не популярно. Настоял на диско-аранжировке и попросил отредактировать для сингла текст, убрав оттуда все нехорошие выражения. Сингл взлетел на вершины хит-парадов по обе стороны Атлантики. До сих пор эту песню знают даже те, кто больше ничего слыхом не слышал о Блонди. Эта песня звучала даже в рекламе Gucci. Gucci, my Gucci. А российский слушатель мог услышать ее в заставке к передаче Comedy Woman. Не меньший успех ждал и весь альбом. Он разошелся тиражом 20 миллионов экземпляров и впоследствии был включен журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов. Был на этом альбоме и второй долгоживущий хит, который частенько звучит в фильмах. Речь идет об отличной, задорной и дерзкой песенке «Так или иначе», которую Харри написала вместе с басистом Найджелом Харрисоном. Говорят, что на текст песни вдохновил ее какой-то экс-бойфренд. В нем описывается, как девчонка дразнит и преследует пацана, а затем его динамит. Звучала эта песня и в «Дрянных девчонках», и в «Сверхъестественном». По итогам 1978 года эти песни были признаны в США лучшими, и для группы наступил звездный час. Но еще одной популярной диско-композицией группы стала песня 1979 года на животрепещущую в то время тему атомной угрозы.
В этот период название коллектива было неразрывно связано с именем Дебби Харри, которая блистала в клипах, на телевидении и даже в кино, в то время как другие участники оставались в тени певицы, что отчасти отражалось на настроении внутри команды. В 1979 году группа выпускает новый альбом, который вышел чуть менее удачный, чем его предшественник, а в 80-м коллектив записывает сингл «Call Me». Мелодию к ней написал известный итальянский продюсер и композитор Джорджио Морадор. Текст по просьбе продюсера написала сама Дебби Харри, и речь в нем шла о работе проститутки. Именно в этом контексте надо понимать заложенный призыв «Позвони мне, позвони». А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Правда, сперва Морадор хотел, чтобы песню исполняла Стиви Никс из Fleetwood Mac, но та отказалась, и петь пришлось Харри. В результате песня заняла первое место в США, стала самым продаваемым американским синглом и получила «Золотой глобус» как лучшая песня к фильму. Попала она и на вершину британского топа, установив своеобразный рекорд. Дебби стала первой женщиной, трижды возглавившей хит-парад. В том же году выходит и следующий альбом, вновь принесший коллективу платину и самые высокие места в чартах. Но после этого группа делает небольшой перерыв, и каждый из участников занимается собственными проектами. Например, Дебби выпускает достаточно успешный сольный альбом. Собравшись вместе в 1982 году, музыканты записывают новый альбом, который неожиданно для многих с треском проваливается на фоне предыдущих релизов. А тут еще слег на больничную койку Крис Стейн. У него обнаружили опасное наследственное заболевание пузырчатый лишай. Когда болезнь обострилась, Дебби прямо с гастролей сорвалась и поехала ухаживать за Крисом. На протяжении следующих лет Дебби занимается своей сольной карьерой и всячески поддерживает Криса. Певица посвятила 3 года заботам о больном бойфренде. Болезнь отступила, но после этого прежде неразлучная пара рассталась. Впрочем, безо всякой ссоры. И хотя сольные работы Харри не имели успеха, она нашла себя в кинематографе. Группа собралась лишь во время празднования 20-летия, и тут обнаружили, что поклонники их помнят, да и у самих есть порох в пороховницах. Они выпустили альбом с ведущим синглом «Мария», достигшим вершины чарта Великобритании. На этот раз хит написал клавишник группы. На вопрос, о чем его песня, автор ответил: о подростковом желании. Ведь у меня дочь-тинейджер, она очень красивая, я вижу, как эти мальчишки пялятся на нее. Я ставлю себя на их место, думая, как я обычно вел себя с девчонками в те времена. Я вовсе не был развязным парнем. Я больше наблюдал издалека, а затем шел домой и писал для нее стихотворение. Это, конечно, звучит мило, но таким образом внимание не привлечешь. А основная идея использования мотивов «Ave Мария» в том, чтобы сказать: она на пьедестале, она почти святая. Но это вообще не религиозная вещь, я не верю в религию.
Музыкальное видео снял Роман Коппола. Он представил его под псевдонимом Алан Смити. Если вам до сих пор не довелось посмотреть этот клип, самое время наверстать упущенное. Казалось, что Блонди готовы вернуть себе былую популярность. Но в 2000-е их дела пошли гораздо хуже, и вышедший в третьем году альбом ожидал провал. За этим последовал очередной продолжительный перерыв, и следующий релиз состоялся только в 2011 году, но и его ждал полный провал. С тем же результатом вышел и следующий альбом в 2014. Положение исправил лишь последний на данный момент альбом, добравшийся до 4-й строчки в Британии, а сингл «Fun» занял первую строчку в танцевальном чарте США. Сейчас Дебби Харри активно занимается общественной деятельностью. Она давно известна как борец со СПИДом и защитница прав секс-меньшинств. Обычно подобные защитники любят эпатаж. К примеру, в 2011 году в Музее современного искусства Лос-Анджелеса вместе с художницей Мариной Абрамович певица устроила шокирующий перформанс. Сначала ее вынесли на носилках, а затем она подошла к торту, сделанному в виде ее трупа, и вырезала сердце. Конечно же, такая акция была проведена с целью привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами. В том же году вместе со вдовой Леннона Йоко Оно она организовала выпуск сборника «Захвати этот альбом», все сборы от которого пошли в фонд поддержки акций протеста «Захвати Уолл-стрит». Целью участников протеста был длительный захват улицы Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка с целью привлечения общественного внимания к преступлениям финансовой элиты. Сегодня, 1 июля, Дебби Харри исполняется 78 лет. Однако возраст исполнительницы не отразился на ее способности к творчеству. Она с группой и сегодня продолжает радовать поклонников редкими, но запоминающимися выступлениями, хоть и все реже и реже дает концерты.